Всем привет, с вами Воксен. А это моя новая сборка Lumine 2.2. Я немного изменил ее направление в сторону совместимости игры с любым ванильным сервером. Так что некоторые моды, изменяющие генерацию, пришлось убрать. Но зато добавилось несколько интересных новых модов и намного улучшенная производительность в игре путем отказа от Optifine и замены его на несколько других, заменяющих его модов. А вот полный список модов, присутствующих в сборке, включая ресурс пак и шейдеры. Что ж, давайте рассмотрим нововведения поближе. Ну, а начнем мы с модов, которые сразу же бросаются в глаза. Первый мод — это 3D Skin Layers. Как вы видите, теперь второй слон в моем скине более квадратный. Ну, как сказать более, он квадратный, а не плоский, как это сделано в оригинальной игре, почему-то. Также вы, как могли заметить, я кручу камерой как хочу, прям как это сделано в любых других играх в подобном режиме. Этот мод называется Better Third Person. Также сразу же бросается в глаза миникарта в левом верхнем углу. Этот мод называется Xairos Minimap. Я быстренько пробегусь по его настройкам, потому что многие и так знают этот мод. Вот, настройки находятся на кнопке Y. Тут, соответственно, вы можете ее включить-выключить, сменить ее позицию вообще как вам угодно, совершенно. Ну, короче, куча всякой фигни. Но что самое главное, вы можете ставить waypoint. Называя их как хотите, выбираем цвет, любой вообще. Написать здесь букву, можно, с которой он отобразится, там, не знаю, G, например, да? И все, он сразу же отображается на миникарте. Также вообще по дефолту сделано, чтобы он waypoint появлялся прямо в игре, то есть чтобы вы его видели отображение прямо здесь. Но это я выключил, потому что непонятно зачем, оно только мешается. На миникарте ему самое место. Если что, включается это вот здесь, in-game waypoints. Вот так вот. Соответственно, если вы захотите его удалить вообще нахрен, то нажимаем на кнопку M, наводим на waypoint и нажимаем Delete. Также на самом деле, вот эта вот большая мини-карта, точнее, которая уже не мини, это следующий мод, Xairos World Map. Он максимально интегрирован с Xairos Minimap, поэтому можно считать это в принципе за один мод. Тут вы можете, например, экспортировать вашу карту как PNG файл, также посмотреть там все waypoinты и прочее. Тут подсказывает вам управление. И, естественно, это не вся карта мира, это только то, что прогружено. Ну, прогруженные чанки, короче говоря. Здесь тоже есть свои настройки, в которых вы можете настроить практически все, так что бегать я поэтому не буду. Также хочу обратить ваше внимание, что у меня стоит Fair Play версия миникарты, то есть версия честной игры. В дефолтной версии есть так называемый радар, где вы можете настраивать отображение мобов, игроков, прочей фигни, даже пещер. Ну, короче, это немножечко читерная фигня. Поэтому я решил, что это немножечко не то, что нам нужно, так сказать. Соответственно, тут вы не можете ее включить. Ну, если вам что-то не нравится, естественно, можете скачать нормальную, обычную версию с сайта разработчика. Скорее всего, следующее, что нам бросится в глаза, это когда мы выйдем наружу, посмотрим, в принципе, на любое дерево. Рано или поздно мы увидим, как падают листики. Этот мод называется Falling Leaves. В принципе, больше тут объяснять нечего, это вся его функция. Также вы сразу же заметили, как я приближаю камеру. Я больше скажу, я могу даже вот так вот зумить, как будто у меня реально камера. Этот мод называется OK Zoomer. Да, вот такое вот прекрасное у него название. Также, скорее всего, в скором времени вы захотите что-нибудь скрафтить. Ну, не знаю, там, к примеру, палочки какие-нибудь. И сразу же заметите, что фон у вас заблюривается. Этот мод называется Blur. Впрочем, самое логичное название для данного мода. Ах да, и как же я мог сразу же не обратить внимания? Прямо сейчас вы слышите всякие разные звуки природы. Это не я там на фоне что-то добавляю себе при монтаже, это мод под названием Dynamic Surroundings. Причем он по большей части не про звуки природы, он про вот это вот. Вы слышите эхо в зданиях, причем оно зависит от
размеры комнаты, ну, то есть прям как в реальности. Тут эхо менее слабое. Точнее, более слабое. А здесь оно более громкое. Точнее, более сильное. Ну, короче, вы поняли. Вот, естественно, это работает не только у меня дома, а вообще везде, во всяких разных помещениях. Причем это зависит даже от блоков. Если тут будет дом не из кирпича, из дерева, эхо будет, ну, немного другое, короче говоря. Естественно, этот эффект проявляется в шахтах и, в общем, везде, где только можно. Короче, это просто охренительный мод, который добавляет атмосферы. Причем вот эти вот звуки, как вы слышите, переносятся из уха в ухо. Это зависит от того, как вы поворачиваетесь. А не как это делает большинство всяких модов. На фоновые звуки просто в 2D режиме у вас играет в ушах. Что вообще не очень реалистично и немножечко как-то отвлекает. И, естественно, пока я там ходил, и не только там, но еще и здесь, вы слышите, что звуки вообще не стандартного Майнкрафта, когда ты ходишь. Этот мод не Dynamic Surroundings. Это следующий мод под названием Presence Footsteps. Соответственно, как вы могли понять, вот что он добавляет. Звуки ходьбы теперь гораздо более реалистичные. И смотрите, даже когда вы останавливаетесь, получается звук шарканья. Ну, короче, опять очень довольно-таки реалистично все получается. И можно было бы это даже в один мод соединить, но это два разных мода. Я вам больше скажу, если вдруг пойдет дождь, то будет звук, как вы ходите по лужам. Да-да. Но, к сожалению, включить я его не могу, потому что я играю на сервере. Затем вы можете обратить внимание на индикатор голода, а он немножечко отличается от стандартного. А именно золотой обводкой вокруг некоторых ножек курицы. Или что это вообще такое, понятия не имею. Но не в этом суть. Он означает отображение вашего перенасыщения, можно так это назвать. В Майнкрафте есть перенасыщение, но отображения этого нет. Соответственно, если вы слегка голодны, сожрете, например, жареную картошку, которая добавляет довольно-таки много сытости, то вот эта вот излишняя сытость никуда не пропадет, она добавится вот как некоторое перенасыщение. Опять же, отображения в дефолтном Майнкрафте этого нет, а с этим модом под названием Apple Skin оно теперь есть. Сейчас я пойду и немножечко упаду. Еще зомбака замочу заодно. Спросите, зачем я это вообще сделал? Справедливый вопрос. Господи, боже мой, я, пожалуй, свалю отсюда. А сделал я это для того, чтобы показать следующую... А чё ты на меня... Сейчас же день. Чтобы показать вам следующий мод, связанный с этим индикатором. Внимательно следите за текстурой картошки, когда я буду ее поедать. Как вы могли заметить, она таки откусывалась прямо. И мы это видели. Этот мод называется Eating Animation. Впрочем, тут объяснять больше нечего, это вся его функция. Также еще в самом начале, когда я стоял у себя дома, вы могли заметить, что у меня отображается меч. Этот мод называется Not Enough Animations. Но это не его основная функция, потому что, как вы видели, в названии есть слово Animations. Его основная функция — отображать анимации, которых нет в игре. Например, как вы гребете таки руками, они просто сами весело двигаются. Касается это не только весела, еще множество всяких других анимаций в игре. Все я показывать не буду. Очень уж это долго и запаривно. Также, как вы могли заметить, у нас таки пошел дождь. Давайте послушаем звуки. Ау. Ну, короче, как вы слышите, есть небольшое шлепанье. А я, пожалуй, пойду домой, потому что тут немножечко агрессивно становится. Также, вполне вероятно, вы уже успели обратить внимание на чат, как на него не обратить внимание, в принципе. На что же я хочу обратить ваше внимание? А там появились вот эти вот
головы игроков. Это не какой-нибудь плагин сервера, это мод, который я добавил под названием Chatheads. Дождавшись утра, у меня почему-то появилось большое желание пойти в пещеру. Что ж, давайте пойдем в пещеру. Немножечко темно, не замечаете? Давайте возьмем факел в руки. И, о боги, кажется, я могу его не ставить куда-либо вообще, а просто ходить с ним в руке. Этот мод называется Lamp Dynamic Lights. Вы скажете, ну, вообще-то эта функция есть в Optifine. Но я хочу напомнить, что у меня нет Optifine в сборке. По причине того, что у меня стоит Sodium в сборке, а они вместе не работают. А Sodium нужен для лучшей производительности. Намного более лучшей производительности игры. Также ночью на улице, помимо надоедливых зомбарей, возможно, вы обратите внимание на нечто другое. А именно вот на вот этих вот летающих сверчков или светлячков. Кто они там вообще такие? Господи, отвалите, пожалуйста. Отвалите! Блин! Фух, ладно. А мод этот назывался National Geographic. Подскажи, как он назывался, пожалуйста. Точно, Illuminations. Спасибо. Ладно, давайте уберем то, что мы там залутали. О, кстати, заметили, как я это быстро сделал? А в этом мне помог мод под названием Mouse Willy. Он, кстати, не только это делает. Если я нажму на среднюю кнопку мыши, он отсортирует все, что у вас тут есть. Чтобы это нагляднее выглядело. Сейчас мы тут как-нибудь переложим все хренам собачьим. Оп, все. Сортировка работает просто прекрасно. Кстати говоря, многие из модов можно настроить под себя. Нажимая Escape, вы заходите в Mods. И здесь у вас полный список модов, которые присутствуют в сборке. Соответственно, нажимаете, например, в Blur. Тут видим конфигурацию. Нажимаем сюда. И здесь, соответственно, разные всякие значения. Например, изменим радиус. Вот у нас стоит 8, поставим 4. Он у нас прям на глазах меняется, как вы видите, он сзади. Но мы оставим, как оно есть. Но, естественно, не со всеми модами такое можно делать. Как вы видите, здесь у нас нет такой кнопочки, потому что этот мод слишком простой, и тут нечего настраивать. Самые внимательные могли заметить, что некоторые части интерфейса стали слегка плавнее. Например, если я включу чат, то вот эта вот черная строка появляется намного более плавно. Также я могу сделать скриншот. Опа! И вот такая вот получается классная анимация. Это мы, естественно, точно так же можем все поменять. Включены, кстати, не все опции этого мода. Ага, где он, господи боже. Вот он. Также, например, самое заметное. Вот эти вот настройки. Сейчас покажу. Вот, теперь у нас плавно, в принципе, работает даже меню. Но я вообще это отключил, потому что, как видите, работает это не очень идеально. Цифры остаются на месте, хотя они вроде бы плавно появляются, но дело не только в этом. Некоторые вещи в сундуке, они вот как-то вот куда-то телепортируются, что-то... Вот, например, они просто сверху появляются, куда-то дрыгаются. Короче говоря, не очень это хорошо выглядит, поэтому можете также заходить сюда и отключать все, что вам не нравится. Работает это моментально, не надо ничего перезапускать. Такие дела. Из этой же серии мод под названием Smooth Scrolling. Соответственно, как вы видите, очень довольно-таки плавно все скроллится. В общем-то и все. Вот и весь мод. Видите вот эти вот эффекты поблескивания моей прекрасной брони? Это добавляет мод под названием Visuality. Он работает не только на это. К сожалению, сейчас я вам не могу показать, на чем он еще работает. Но, в общем, если, допустим, какой-нибудь скелетон будет гулять, и вы начнете его бить, из него будут вылетать кости. Вы это уже видели по мере моего обзора, когда я сражался с ними. Так что, думаю, показывать это еще раз и ждать ночи не стоит. Но это не все эффекты, которые он добавляет. Есть еще некоторое количество, которые вы уже сами сможете исследовать.
Что ж, на этом у нас видимые в игре моды заканчиваются. Остаются еще несколько, которые в игре никак не видны, но они на нее влияют. Мод Dynamic FPS. Этот мод понижает FPS игры, но не когда вы играете, а когда вы игру свернете, чтобы ваша система могла работать более стабильно. Мод Dynamic Music. Здесь мы можем увидеть его настройки. Делают музыку более логичной. Например, когда вы находитесь в пещере, будет играть пещерная музыка. Когда вы находите... Когда ночь, будет играть ночная, ну, в общем, вы поняли. Вот как раз таки в настройках вы видите Cold Music, Hot Music. Здесь написано, что холодная музыка играет в холодных биомах. Тут, соответственно, горячая музыка играет в горячих биомах. Ну, в общем, все в этом роде. Entity Culling. Это еще один мод для повышения производительности в игре. Он, грубо говоря, скрывает предметы, которые вы не видите, тем самым повышая FPS. Гидроген. Это еще один мод для повышения производительности, на аватарке которого вы можете заметить что-то вроде оперативной памяти. Соответственно, нетрудно догадаться, что он делает вообще. А именно, он оптимизирует использование этой памяти. Iris — это мод, который добавляет поддержку шейдеров, потому что, насколько вы можете знать, шейдеры обычно поддерживаются Optifine, но Optifine у меня нет. Соответственно, есть мод Iris. И еще один оптимизаторский мод Krypton, или Krypton, не знаю как правильно. Очень грубо говоря, он оптимизирует всякие сетевые штуки в игре. Я в этом не очень разбираюсь, поэтому как-то так. Снова повышение производительности благодаря моду Lithium. Он у нас не особо вдается в подробности, что именно он там оптимизирует, но он это делает. Мод Phosphor оптимизирует освещение в игре. И, наконец, самый главный мод для оптимизации — это Sodium. Можно сказать, замена Optifine. Он очень сильно оптимизирует игру, повышает ваш FPS и вот это вот все прочее. Ну, вот и все. Как-то так. Если кому-то вдруг стало интересно, на каком сервере я играл, то ссылка на него в описании ролика. Я прислушался к вам и постарался сделать этот обзор динамичнее своих предшественников, хоть и пришлось пожертвовать красивыми кадрами ради этого. Всем большое спасибо за просмотр и прошу вас поставить лайк, если вам понравился данный обзор. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и до скорых встреч!